Эрнст Хемингуэй, Джек Лондон, Харуми Миура, Леди Гага, Слава Мерлоу, наконец. Как вы думаете, что объединяет этих абсолютно разных людей? У них у всех была депрессия. Причем закончилась она для них по-разному. Кто-то продолжает до сих пор творить и работать, а кто-то пустил себе пулю в лоб. Скажите, пожалуйста, а у вас или у ваших друзей была депрессия? Или кто-то жаловался из ваших близких на то, что у него депрессия, и кто-то гордился тем, что он смог выбраться из этого состояния без всяких таблеток? Так вот, очень часто за депрессию вы принимаете плохое настроение. Это настоящая болезнь, у которой есть свои клинические симптомы, есть разные виды депрессии, методы лечения, и о них мы сегодня будем говорить. Поразительно, но многие мои коллеги-врачи вообще не считают депрессию заболеванием. Типа, это хандра, это плохое настроение, надо взять себя в руки, заниматься больше спортом, больше работать, и все тогда пройдет. И недоумевают искренне, что вообще-то это лечится, и что это не придумка психиатров, психотерапевтов, а серьезная проблема. Всемирная организация здравоохранения давно доказала во всевозможных крупных исследованиях, что депрессия находится на второй позиции после сердечно-сосудистой патологии. Вот парадокс. Мы все знаем про проблему инфаркта, инсульта, а то, что депрессия – это причина суицидов. И в Российской Федерации, к сожалению, эта проблема очень серьезная. А подростковые суициды, завершенные в Российской Федерации, эта позиция очень страшная, и мы находимся на одном из первых мест в мире. У депрессии есть очень четкие клинические симптомы, так называемые ядерные симптомы депрессии. Я их перечислю. Это снижение настроения, это снижение работоспособности и энергии, и так называемая ангидония, снижение способности испытывать удовольствие. Вот я сейчас перечислил их, и многие из вас, так знаете, подумали, а нет ли у меня депрессии? И вот это очень серьезный момент, потому что кто-то из вас действительно в сентябре, в ноябре испытывает снижение настроения. Есть этому название – сезонное аффективное расстройство. Не хватает солнышка, настроение хандра какая-то, как когда-то в 19 веке писали сплин, но это не депрессия. Кстати, в XIX веке вообще не могли диагностировать депрессию, и многие знаменитые, именитые люди, достаточно обеспеченные, уходили в мир иной именно в кавычках благодаря суициду. Заканчивали жизнь самоубийством. У них было все, и не было главного. Не было счастья, не было удовольствия от этой жизни. Век 20, здесь все тоже было не очень хорошо. Вспомнить того же Эрнста Хемингуэя, замечательного писателя, путешественника, любимца женщин. У него тоже было все. И вся в итоге пуля из любимого ружья. Самоубийство. Джек Лондон. Еще один пример печального завершения депрессии. Богатейший человек, очень знаменитый известный писатель, красавец-брюнет, опять любимец женщин. Все, кажется, есть у человека, все завершается финалом. Суицид. Конечно, с течением времени депрессию стали диагностировать успешно, но проблема не изменилась. Огромное, колоссальное количество людей страдает ею. И опять-таки все те же знаменитые люди, о которых я в самом начале ролика говорил, та же Леди Гага или певица Адель, страдали и страдают и продолжают бороться со своим депрессивным состоянием. Кто-то более, а кто-то менее успешно. Например, Харуми Миура – красивый японский актер, от которого в штабеля ложились девушки в Японии, в Корее, в Азии в целом. Самоубийство. Самоубийство из-за депрессии. Я сейчас никого не хочу пугать, но хочу заострить эту проблему, актуализировать ее именно вот через это. Финальный печальный аккорд депрессии. Депрессия, конечно, не у всех заканчивается самоубийством, но то, что она меняет социализацию человека, меняет его жизнь, это совершенно однозначно. И со мной, я думаю, согласятся мои коллеги-психотерапевты и психиатры. И все-таки я хочу еще раз подчеркнуть, что большое количество моих коллег-врачей не считает депрессию серьезной патологией, серьезным заболеванием, которое необходимо лечить. Тут они, кстати, попадают в классическую ловушку когнитивного искажения. Что-то применяя через собственный опыт. И очень часто человек, который никогда не испытывал депрессию, максимум, что у него было это плохое настроение, он, конечно, не сможет понять другого. А может быть, он плохо учился в медицинском институте? И это классический, кстати, вариант когнитивного искажения, потому что собственный опыт – это
не статистика. А для тех, кто считает, что депрессия это нечто эфемерное, посмотрите, мозг до депрессии и у человека с депрессией. Явные изменения, и эти изменения подтверждаются многочисленными разнообразными клиническими исследованиями. А теперь о диагностике депрессии. Есть два очень важных метода в диагностике. Если кто-то скажет, что все можно решить проблемой теста, и таких тестов вы можете найти очень много, то я скажу, это не совсем так. Нужна беседа со специалистом, то есть клиническая беседа с врачом, врачом-психиатром, психотерапевтом или неврологом, и этот же специалист проведет тестирование. Вот эти два метода позволят и объективизировать, с одной стороны, ваши эмоционально-аффективные расстройства, и понять, насколько они укладываются в определенный тип депрессивного эпизода, потому что видов депрессии немало. И если вы подумаете, что это только угнетенное настроение, то я скажу, это не так. Есть так называемая улыбающаяся депрессия. Но человек улыбается, все у него здорово, он встречается с друзьями, а возвращается домой и вешается. Робин Уильямс поступил именно таким же образом. Вы все его знаете, это блестящий, замечательный и очень жизнерадостный на экране актер, а жизнь закончила самоубийством. Кроме улыбающейся депрессии, есть и тоскливые, и тревожные депрессии. И, конечно, дифференцировать, различать эти виды депрессии – это удел врача-психиатра, который занимается предметно этой проблемой. Кроме того, есть разные варианты депрессии, так называемые психогенные, эндогенные депрессии, есть депрессия, вызванная лекарственными препаратами. Далее, в разном возрастном периоде она может возникнуть. Есть подростковая депрессия, есть депрессия зрелого возраста, послеродовая депрессия. Кстати, недавно посмотрел на одном из форумов, когда у женщины после родов, очень успешные женщины, есть муж, есть дом, достаток, все у нее здорово и замечательно. Она недавно родила ребенка и жалуется своим подружкам по социальной сети, что у нее вот проблема, что-то у нее не так. И ей начинает советовать, что она должна принять себя. И вот она не может осознать своего достатка и удачи и успеха. А на самом деле у нее послеродовая депрессия, которую надо лечить. К сожалению, с одним из моих друзей в годы молодости моей произошла подобная печальная история. В их молодой семье родился ребенок. А через 20 дней его супруга шагнула в окно. Это была классическая послеродовая депрессия, которой, наверное, в Советском Союзе тогда и не было, как и много чего другого. Резюмируя вышесказанное, диагноз депрессии – это удел специалистов. Он разберется, есть ли у вас классические ядерные симптомы депрессии, есть ли дополнительные симптомы. Кстати говоря, одним из очень ярких и весомых симптомов является нарушение сна. Вы удивитесь, но 80% людей, страдающих от депрессии, страдают от нарушения сна. Представьте себе, человек просыпается в 2 часа ночи, 2-3 часа ночи, и в мысли какие-то лезут ему очень нехорошие. Это признак депрессии. Кстати, нарушение сна, и это доказано многими клиническими исследованиями, приходит задолго до ангидонии и снижения настроения, то есть задолго до ядерных ярких симптомов депрессии. Что делают наши люди? Они пьют снотворные препараты, пытаясь заглушить свою проблему и выхватить лишь один симптом – нарушение сна. Дайте мне снотворный препарат, чтобы я лучше спал, а на самом деле у меня нет никакой депрессии. Но они об этом просто не знают. А вот обсуждая лечение, здесь надо сразу сказать, что есть несколько очень важных подходов. Конечно, это препарат. Это первое, очень важная, генеральная линия лечения. Второе – это психотерапия. И третье – это вспомогательные методы лечения. О них я скажу чуть позже. Кстати, вспоминая наших знаменитых великих, кто страдал от депрессии. Что делают препараты? Мне очень часто говорят: я пил антидепрессанты, мне стало только хуже, плохо, я не буду их больше пить. Вот как видов депрессии много, так и видов антидепрессантов тоже много. И каждый из них оказывает свой эффект. Главный, значительный эффект – это повышение уровня серотонина. Но дело в том, что есть нюансы.
В любой терапии есть нюансы. И одному пациенту, ну скажем, с тоскливой, меланхоличной депрессией, надо, что называется, поднять настроение и немножко такого хорошего пинка дать ему в повышении мотивации. А у другого пациента депрессия сопряжена с некой ажитацией, скажем, с тревожностью. Да, есть такой вид тревожной депрессии. Здесь, может быть, наоборот, надо приглушить. У третьего пациента депрессия, как я уже сказал, очень ярко проявляется совместно с нарушениями сна. И надо выбрать антидепрессант, который действует именно на эту составляющую, выравнивает и настроение, и улучшает качество сна. То есть, другими словами, подход всегда индивидуальный. Второй очень важный момент. Когда мы смотрим современные результаты крупных клинических исследований, посвященных лечению депрессии, то мы видим, что есть так называемый частичный ответ, парциальный ответ, есть хороший ответ, сразу хочу сказать, что это где-то по 25%, есть неответчики на лечение и есть эффект плацебо. Психотерапия позволяет нам сделать некий мостик, создать ситуацию доверительного отношения между пациентом и врачом. Вот этого, кстати говоря, не всегда мы видим, а это очень важно при лечении эмоционально-аффективных нарушений. Когда страдает эмоция, когда страдает настроение, нам очень важно, чтобы пациент доверял врачу. И пациенту это очень важно, чтобы он мог довериться своему врачу. Я всегда часто говорю пациенту, что дорога в нашем лечении – это долгая дорога. Срок лечения депрессии – это год, больше года. Какой-то из моментов, когда нам будет необходимо, мы останавливаем лечение депрессии. И то, что вот часто говорят на многочисленных форумах, что врач такой нехороший подсаживает пациента, сажает его на крючок антидепрессанта, он с него соскочить не может, знаете, никому не хочется вам вредить. Поверьте, мы хотим помочь нашему пациенту. И вопрос отмены препаратов, антидепрессантов – это вопрос действительно времени и вопрос беседы врача и пациента. Мы вместе решаем, с одной стороны, когда это сделать, но в первую очередь врач начинает видеть, что все, наступил какой-то момент, где мы начинаем уходить от антидепрессанта. И, наконец, третье – это вспомогательные методы терапии или, если позволительно, так сказать, лечения. Вспоминая наших великих, Уинстон Черчилль, как вы думаете, что ему помогло избавиться от депрессии? Он когда-то ошибся в политическом вопросе и впал в депрессию, так его врач порекомендовал ему писать картины. Рахманинов. Жуткая депрессия, связанная с оглушительной критикой его произведений, с проблемами на личном фронте. И врач, известный санкт-петербургский психотерапевт, швырнул его за партитуру. И таких примеров очень много. Кто-то использует медитацию. Есть метаанализы на эту тему, которые говорят о том, что действительно мы можем унять и тревогу, и помочь пациенту с депрессией, используя медитативные разнообразные техники. Очень рядом здесь находится религия. Когда человек, испытывающий тяжелую депрессию, ну скажем, из-за потери близкого человека, приходит к духовному наставнику, священнику, и это получается очень хороший разговор, хорошая беседа, то это сравнимо с хорошим сеансом хорошей психотерапии. Ну и в заключение хочу сказать, что выход из депрессии у каждого свой. Кто-то продолжает бороться с ней всю свою жизнь. Кому-то помогают препараты, кому-то помогает психотерапия или работа с духовным наставником. У каждого своя дорога. Будьте здоровы, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить самого важного о здоровье.